Изолента Лайф. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Радио «Спутник» и «Изолента Лайф» приветствуют вас в этот понедельник, 21 марта в 9 утра. Петр Алексеевич Лидов, Трофим Татаренков. И у нас в гостях сегодня уже традиционно Ростислав Журавлев из Донецка. Ростислав, доброе утро. Петр, доброе утро. Да, доброе утро. Ростислав, я сразу скажу, корреспондент РИА Новости, который работает в Донбассе, на Донбассе. Ростислав, да, может быть, тогда расскажете, что произошло вчера, какие у вас впечатления, что главное, на что обратить внимание, зачем вы следите, где были и так далее. Да, ну конкретно я вчера был в Степном освобожденном, это достаточно важный стратегический населенный пункт. Это вот как раз направление Марьинки и Угледара, то есть не все сводится, конечно, сейчас к Мариуполю, потому что, да, там, конечно, ужасающие события, это беженцы, это люди в подвалах. Вчера обстреляли там наших коллег-журналистов, они попали под огонь артиллерии ВСУ. То есть как раз я подозреваю, что били прицельно, как раз били в то место, где мы были накануне. Там есть особенность, что в самом Мариуполе еще не проведены фильтрационные мероприятия, в том плане, что там могут быть переодетые и провокаторы, и переодетые правосеки, они могут корректировать и наводить огонь и артиллерию на журналистов. То есть это такое имеет место быть. Вообще за журналистами здесь, с украинской стороны, такое ощущение, что идет охота. Ну, не секрет, что никакие там Женевские конвенции не распространяются на российских журналистов, но тут надо уже как бы снять розовые очки и понять это, что наоборот, журналист здесь, это российский журналист, это первоочередная цель для нацбатов и неонацистов. Это первый момент. А второй момент, что наступление вот этой, на вот эту группировку, которая 7 лет терроризировала Донбасс, продолжается. Сейчас идет обхват, и ее будут дробить по частям и уничтожать, ликвидировать. Сдаваться они не собираются. Оружия у них много. То есть речь идет о нескольких десятках тысяч националистов, которые здесь вот, засели и под Авдеевкой, и Марьинке, и в Угледаре. Но все равно, то есть им осталось недолго. И придется, конечно, повозиться. Но кто сказал, что будет легко? Никто об этом не говорил. Какое-то время еще. Скоро это все закончится. Не знаю сколько. Тут оценки никто не дает. Главное не мешать военным. Они знают, что делать. Время есть. Время играет сейчас на нашу. Время играет сейчас на нас. Потому что они остаются без снабжения. То есть они могут, вот эта группировка, она может только пользоваться всем тем, что у нее было накоплено, своими резервами. Внешней подпитки у нее не будет. Никто на помощь этой группировке уже не придет. Поэтому тут надо уже играть на истощение. То есть поберечь своих солдат, поберечь, естественно, мирное население. И планомерно военной наукой уничтожать, дробить село за селом, город за городом. Вот так. Ростислав, по Мариуполю вопрос. Вот сегодня с утра пришла грустная новость, но для меня она не очень понятная. Погиб Андрей Палий, это заместитель командующего Черноморским флотом, капитан первого ранга. То есть это как бы высокий офицер, человек, который, в общем, по большому счету не должен принимать участие в оперативных действиях. Что произошло и как вообще там написано что в официальном релизе, что это что при защите Мариуполя это все произошло. При зачистке Мариуполя. Как это вообще, что? Да, скорее всего, речь идет о морской пехоте, если я правильно понимаю, потому что Мариуполь и вот эту группировку и ВСУ отсекли от Азовского моря. Новость печальная, подробностей пока не знаем. Пока неизвестно. Окей, хорошо, да, хорошо. Да. То есть,
В этом Будем тогда ждать подробностей. идет спецоперация. Да, понятно, все, вопрос снят. Если нет информации, тогда мы на эту тему не будем сейчас Пока нет. говорить. Петр, извини, просто Пока не было нет. звука. Всё. Не, без проблем. Я хотел спросить про Донецк, как там обстановка, потому что мы каждый день видим, что обстрелы продолжаются. Последняя новость была, обстрел градами был, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Вот, и как-то со стороны выглядит все тревожно, а как изнутри? Ну, да, но здесь уже, понимаете, как бы за 8 лет, не то, что никто не обращает внимания, здесь к этому настолько все привыкли, что, ну да, очередной обстрел, ну да. Но все понимают, что скоро те, кто обстреливал, им конец, потому что вот как раз идет наступление, я говорю, на Марьинку и вот на Угледар. Вот как раз в Марьинке, вот это одна из точек, в том числе и Авдеевка, там тоже пытаются взломать оборону, Авдеевку, точнее, позиции ВСУ и нацбатов под Авдеевкой утюжили несколько дней наши, там все полыхало, там, включая и в том числе работала ВКС России. То есть, то есть к этим обстрелам уделяется большое внимание, и позиции выявляются и подавляются. То есть говорит о том, что работа не ведется. Нет, она ведется, просто несколько десятков тысяч там. Вот. Но в этом, то есть, когда будет где-то маленькая отбита Авдеевка, это все прекратится, все эти обстрелы, поэтому тут надо просто терпеть, подавлять позиции и, ну, что делать? По-другому никак. Ну, видите, что вместо того, чтобы воевать в честном бою, они просто терроризируют мирное население. Ну, это уже от безысходности. Да, действительно, обстрелы ужесточились, но тут надо тоже давать себе отчет в том, что у каждого миномета, у каждого выпущенного снаряда есть своя фамилия. И поверьте, все в ДНР прекрасно знают, кто отдает приказы, кто конкретно дергает, значит, за спусковой крючок и так далее и тому подобное. Все это известно уже вот буквально. То есть, так что никто от ответственности не уйдет. Все фамилии записаны, абсолютно все. Я это повторяю и не перестану повторять. Кара настигнет тех, кто обстреливает Донецк, и, ну, без вариантов. Ну, а вот вы говорите, кара настигнет. Ведь идут боевые действия, мы видим много видео, там есть и пленные, захваченные. С ними как поступают? Их куда-то отправляют в какие-то фильтрационные лагеря, или их судят, или отпускают? Есть какая-то информация? Ну, с ними ведется работа. Ну, они как арестовываются, естественно, проверяются соцсети. Вся информация поднимается из баз данных. Кто такой? Опрашиваются их товарищи или кто-то еще. То есть, ну, там глобальная работа, потому что они все прикидываются: ой, да я там звичайный повар, а я звичайный водитель, обычно, да. Но это не так. А потом раз в соцсети к нему зайдешь, а он там снайпер, например, или там, ну, на нем клейма негде ставить, у него там вся страница в свастиках там и в Гитлере. То есть и такое бывает. Пока, честно, не знаю. Ну, судя по всему, это следующий этап. Будет какой-то судебный процесс, трибунал, что-то такое большое, ну, наподобие Нюрнберга, вот, я подозреваю, когда вот этих нацистов уже счет пойдет на сотни взятых, ну, не в плен, но арестованных. Да? Вот. Судя... Ключу. Да, еще такой вопрос. Освобожденные населенные пункты. Вы вот были вчера, вы говорите, собираетесь, наверное, еще. Там кто обеспечивает порядок и как вообще это работает? Там войска остаются? И как власть налаживается? Вот это вот сюда. Ну, то есть там схема такая примерно, она одинаковая. Действует. Сначала проходит непосредственно штурмовая группа, выбивается оттуда противник. Группа уходит вперед. Как только отобьют на более-менее приемлемое расстояние от населенного пункта врага, туда заходит второй эшелон. Это тоже военные, в основном из резервистов. Пока они поддерживают какой-то порядок, помогают местным. Потом туда заходит уже комендатура.
После назначается комендант из числа военных. После этого заходят уже инженеры, связисты, МЧС, гуманитарщики, ну и назначается временная так называемая гражданская администрация, ну, кто-то из местных, либо кто-то из донецких чиновников, которые становятся вот главой администрации вместе вот непосредственно с военным комендантом. Они занимаются вот вопросами, один вопросами правопорядка, другой вот социально, вот, экономическими, гуманитарными вопросами. Вот это выглядит примерно так, но этот процесс где-то от точки освобождения до вот взятия полностью под контроль, ну, где-то неделя-полторы проходит, чтобы полностью вот, овладеть ситуацией в том или ином населенном пункте. Судья. Да. Вопрос с техническими средствами, которые применяются сейчас и конфискуются, там отбираются у оппонирующей стороны, да, у украинской стороны, у нацистов. Там техника какого уровня? Много ли там иностранной техники сейчас? Увеличивается ли ее количество? Потому что мы постоянно слышим, что идут поставки какие-то там. Вот много. Это вот все. Много. Ну, вчера мы насобирали несколько гранатометов, абсолютно целых, шведских. Как-то они называются, то ли Карл Густав или АТ-4, что-то вот такое. Вот. Ну, они одноразовые. Есть и джавелины, есть вот эти вот ПТРК, которые НЛАУ называются. Вот. Танки, БМП. Ну, в основном танки это Т-64 модернизированные, БМП советские. Все это тут же вводится в строй. То есть либо отправляется на рембазу и передается подразделению моментально, буквально. Тем более бойцы ДНР уже обучаются стрельбе вот из иностранного оружия. Их обучают наши российские специалисты, как обращаться с теми или иными видами вооружения. Это хорошее вооружение, не будем кривить душой, дорогое вооружение. И оно все вот поступает на службу армии ДНР. Я видел уже, используют. То есть даже старые 64-е, они пригодны, да, и нормально вписываются. Конечно, да. Нормально, абсолютно нормально. Ну, что, советских боеприпасов навалом, ну что, 64-ка и 64-ка, запчастей навалом к ним на каждом складу и у нас в России, да и здесь можно там один танк разобрать, там более-менее поврежденный, ну, на органы, грубо говоря, как донора. Все, и рембазы, это все моментально вводится, вот моментально. А что-то уезжает вообще своим ходом. Что-то даже не отправляется на рембазы, а прям задействуется прямо вот на месте. Потому что очень часто противник бросает свою технику в исправнейшем состоянии. Просто заводи и воюй. Вот. А советские танки, там, донецких танкистов-то особо обучать не надо. Ну, танк, они прекрасно обучены. То есть, да, силы поехал, вот, собственно говоря. Да, а вот обучать приходится, да, вот, иностранного вооружения, например, тот же НЛО там, или Джавелин, на нем куча всяких кнопок непонятных, там, батарейки какие-то, ну, то есть, там уже, да, там приходится, все-таки поучиться и матчасти, теорию попроходить недельку точно. У меня вот какой, Ростислав, вопрос к вам. Смотрите, сейчас мы видим очень серьезное усиление такое, прямо вот такое уже прям какое-то, ну, на грани варварства, угроз и пропаганды со стороны украинской стороны. Это и угрозы там ставить клеймо на пленных, и кастрировать, и там чего только не делать. Угрозы родственникам и прочее. Вот насколько те бойцы, с которыми вы встречаетесь, насколько они вообще видят пропаганду, идущую с украинской стороны, насколько вот эти вот угрозы, они их пугают, вообще откуда они получают информацию, как это работает? Они следят за этим или не обращают внимания, или, может быть, как-то над этим смеются, или относятся серьезно.
Чем обусловлен их боевой дух, чем обусловлено вот их, ну скажем, что обсуждают в перерывах между боями, между заданиями? Бойцы ДНР, они воюют, они особо не следят даже не за украинской, даже за нашей пропагандой. У них все хорошо, они освобождают свой дом. Там, если там, с каждым вторым поговорим, он говорит, я иду домой. Вот мне до моего родного поселка осталось вот 2 километра, сейчас все, я его отбиваю. Или там до моего родного города вот тут 10 километров по прямой. То есть у меня там мама, там, у меня там родственники, у меня там дом остался. Ну, то есть им никакой, что им, они у себя дома, они освобождаются свою родную землю. То есть какая еще нужна мотивация, да, хоть 100 пропаганд будет на их голову сыпаться, но, конечно, это все смешно. Тем более за 8 лет все прекрасно все поняли про ту сторону. Это может для кого-то вот удивление, что они там призывают там убивать там детей и так далее. Но здесь в Донецке и в Луганске 8 лет никаких иллюзий не было. Они же это проговаривали из года в год, и ничего удивительного. Ну, то есть, как бы, ну что, а какой еще должен быть нацизм? Ну, это обыкновенное лицо нацизма, он по-другому не выглядит. И, ну, вот это, ну, как бы, ну что, ну, нацизм. И мало того, что они призывали, они еще и воплощали это в жизнь, как мы все помним. Конечно, и там на них преступлений по убийству тех же детей и их родителей там просто море. Словом и делом, естественно. Это настоящий кровавый нацизм, который не просто говорит, а еще и делает это 8 лет. То есть иллюзий быть никаких не должно быть. Там, гуманизма какого-то в отношении нацизма, ну, это недопустимо. То есть, ну все, они сами себя закапывают. То есть если они сначала стесняют, как бы публично, может быть, говорить, ну, европейских своих побратимов, то сейчас мы видим истерику просто. То есть маски-то сорваны, сейчас мы такое услышим, увидим. А еще пойдут сейчас непосредственно уже юридические доказательства того, что они тут планировали, что они тут делали на освобожденных территориях. То есть физические доказательства, это и тюрьмы тайные, пыточные, это и вот, биолаборатории и так далее и тому подобное. То есть нам всем предстоит это увидеть. И уже мы это видим. Я лично вот уже наблюдал цеха там по производству там, и наркотиков, и там бомб самодельных, чего только не было. Подвалы мы видели пыточные. Ростислав, скажите, пожалуйста, а вот местное население, вы освобождаете населенные пункты. Некоторые из них по 8 лет, ну не некоторые, а большинство, скажем так, да, по 8 лет находились под оккупацией вот этих вот безумцев. Местное население что говорит, как реагирует, какие эмоции и, в принципе, ну, общая тенденция по отношению местного населения к происходящему? Скажем так, местное население, конечно, там прикатываются боевые действия. Люди, естественно, в шоке, потому что они войны не видели. Они не видели войны, потому что их населенные пункты никогда не подвергались обстрелу со стороны республик. Никогда. То есть мы заходим иногда и видим абсолютно целые дома. Если, предположим, вот нацбаты ВСУ, они некоторые поселки сдают без боя. Абсолютно целые дома. Вот. Это говорит о чем? О том, что по ним никогда не велся огонь. Понятно, ну, донецкие и луганские ополченцы, они, зачем? Они по своим домам не будут стрелять, это их дома. Ну, люди шокированы, но в целом отношения на Донбассе очень лояльные. Я думаю, нужно дать людям еще немножечко переварить, отойти от шока, и все нормально будет. То есть мы спокойно, например, вот в Ольгинке ходили, где даже еще комендатура не зашла, то есть мы там были вот одни журналисты, и никого. То есть небесной власти, просто ходят местные мужики, я прекрасно понимаю, что кто-то из них, наверняка успел послужить в ВСУ, Нет, нормально, общаемся там, говорят, хорошо, что эту заразу прогнали, все, что никакой Украины здесь больше не будет. РИА Новости
Ростислав, РИА Новости сообщает о том, что был обстрел боевиками группы российских международных журналистов в Мариуполе. Вчера. Что это вообще Вчера. произошло? Как? Вчера я вот был на этом месте позавчера. Вчера еще раз поехали коллеги. И я уже говорил, просто навелись. Потому что мы не можем... Там людей огромное количество. Да? Жителей Мариуполя. И не исключено, что кто-то из них видит, что журналисты, мог стать корректировщиком. Ударила артиллерия. К счастью, никого не убило, никто не пострадал. Но при этом ударили варварски, потому что там возле домов, возле подъездов люди там еду готовят, ходят, что-то копошатся. Там картина на самом деле жуткая. Там гуманитарная катастрофа. Туда сейчас должны уже пойти первые машины МЧС. Нужно как можно скорее выручать людей. И вот просто навели артиллерию и попытались убить и российских журналистов, не считаясь с мирными. Вот и все. Обычная ситуация. А из иностранных, Ростислав, кто там вообще из иностранных Китайцы журналистов? были. Какие страны? И тут есть китайцы. Китайская съемочная группа работает. Есть итальянцы, итальянские коммунисты, антифашисты. Были французы и есть еще сербы. Вот это пока тех, кого я видел. То есть теоретически Вот сообщается они про должны китайцев, освещать... что ранения получили журналисты китайские. Да, он когда прятался от обстрела, в суматохе, за что-то зацепился, понятно, да, то есть там начинается и поранился. По-моему, он руку себе распорол. Такое бывает, к сожалению, когда нужно куда-то запрыгнуть, в подвал или еще, там повсюду осколки, тепло, и все торчит. А что делать? Надо падать на землю, вот где ты находишься, неважно, что под тобой, лишь бы, чтобы тебя не убило, не посекло осколками. Грязь, лужи, если есть какая-то дыра, вот в дыру, в воронку падать. И неважно, что там лежит, там может даже лежать, например. Ладно, не буду говорить. Все. Да. Мы поняли, да. Мы поняли, что там может лежать. Вполне себе, да, себе понятно. Бывало, да. Будем Ростислава отпускать тогда, наверное, да? Будем отпускать Ростислава. Работайте.